Всем доброго здоровья! Сегодня хочу вам рассказать об одном очень интересном старинном рецепте, о котором мало кто, может быть, и знает сейчас в это время, но который очень эффективен. Тем более, что он разносторонне действует на здоровье человека и в лучшую сторону. Итак, первый рецепт, и он касается кашля, особенно кашля у детей. Очень много людей в свое время использовали этот рецепт и всегда с положительным эффектом. Во всяком случае, отрицательного эффекта от него еще не было. И подтверждение этому письмо одной из читательниц, которая пишет, что ее дочь, когда была маленькая, очень часто болела простудными заболеваниями, и у нее подолгу не проходил кашель. И что она только не делала, очень сложно было его вылечить, пока я не попался. Это простой и действенный рецепт. Что для этого надо? 500 грамм очищенного и мелкого нарезанного лука и 400 грамм сахара. Смешать, высыпать в кастрюлю и варить в 1 литре воды на слабом огне 3 часа. Когда отвар остынет, растворите в нем 50 грамм меда. Давайте ребенку по 4-6 чайных ложек в день перед едой, а взрослым по 4-6 столовых ложек. Применяя этот метод, уверяю, что кашель пройдет очень быстро, в течение дня-двух. И еще один рецепт. Очень простой и дешевый способ, как восстановить печень. Рецепт проверен на больных циррозом печени и даже осложненным водянкой. Сейчас очень многие жалуются на проблемы с печенью. Есть очень простой и дешевый способ ее восстановить. Рецепт. 1 килограмм синего лука, именно синего лука, пропускают через мясорубку, смешивают с 850-900 грамм сахарного песка, настаивают в прохладном темном месте 1,5 недели и отжимают. Принимают от 3 до 8 столовых ложек в день в зависимости от тяжести заболевания. Если состояние критическое, то можно пить уже через 3 дня после приготовления. Вот такие 2 простых, но действенных рецепта. Попробуйте и убедитесь сами, что они действуют. А на этом у меня все. Я с вами прощаюсь. Пока-пока. До новых встреч.